Блин, реально можно Сегу купить? Офигеть. Да, действительно Сега. Мы приехали на окраину Улан-Батора, и народ здесь живет в юртах. А они вместо этого лепят вот везде многоэтажки. Хочу купить себе юрту домой. Обмоточка для руля! Да ты что? Мир, дружба. В общем, все закончилось хорошо. Вообще очень мило, да. По тротуарам не пройти, зато везде есть вот эта вот тактильная плитка для слабовидящих. Еще какие-то деревянные избы. Вообще непонятно, что он здесь делает. И контейнер. Мы сейчас пойдем смотреть Улан-Баторский двор. Ну что, очень красивый двор. Ага, они в центре двора решили какую-то хрень построить. Молодцы. Это подъезды. Это парковки. Выглядит все это грустно. Если у вас в Улан-Баторе что-то пропало, например, велосипед, то вы едете на базар, и там обязательно его найдете. Единственное настоящее, что там продается, это сигарет. Как едем? Я бы так вот громко бы не говорил, мы стоим в знаменитых пробках. Вот. И напротив нас Prius. Я вчера, кстати, изучил вопрос относительно приусов. Значит, говорят, 60% всех автомобилей в Улан-Баторе, по крайней мере, это Toyota Prius. Японцы все это свое старье сюда массово отдают. Ну да, рынок такой слишком цивилизованный. Я ожидал, что будет что-то более колоритное. А здесь прямо такой, как торговый комплекс. Кучу сладостей. Сидят женщины в окружении этих цветных блестящих оберток. Ну, все так чистенько, аккуратненько. 310 тугриков за яйцо. Удобно. Блин, реально можно Сегу купить? Офигеть. Да, действительно Сега. Ой, еще, а вот картридж для нее. Так, друзья, мы не теряем надежду найти юрту. Я хочу купить себе юрту домой. Обмоточка для руля! Да ты что? Ох, какая красота! Офигеть! Да вы только посмотрите на этот, а! Офигеть, какая красота! Это ж можно из своего Приуса сделать просто чудо-автомобиль. Вы только посмотрите. Какое чудо! Волшебство! Сон в летнюю ночь. И мы заходим. Мебель! Ничего себе! Как красиво! Здесь можно обставить дворец. Посмотрите, какой очаровательный комодик. В такие моменты жить хочется. На вот таком диване оранжевом. Велосипед. Я чувствую, мы близко. Уже есть все, чтобы обставить юрту. Вот здесь уже есть все, чтобы юрту обставить. Осталось найти саму юрту. Так, сколько юрта стоит? А вот тут какие-то цены даже есть. Это какая-то красивая очень юрта. Из чего юрт состоит? У нас это есть, получается, какая-то тряпочка. Есть дверь. Это же дверь. Теплая какая-то штука. Мне сказали, 500 тысяч должна юрта стоить, нет? Так, сейчас. Это юрта. Когда ты соберешь, получится вот такая вот юрта. Вот тут все запчасти. Здесь есть что-то за 900 тысяч. Это что такое? Только вот эти деревянные штучки. Только... Никто не видел. Пойдем. За $500 можно купить простенькую маленькую юрту, а крутая стоит 1600. Но вообще, я так тут смотрю, можно же самому собрать. Сделать эти палки. Купить пару швабр, краски гуашевые, раскрасить их. Можно за 900 тугриков купить вот эти вот все деревянные эти направляющие, а все остальное сделать из подручных материалов. И будет такая самостоятельная юрта. Мы приехали на окраину Улан-Батора, и народ здесь живет в юртах. Такая вот юрта, дрова, вон, дымок из трубы. Построили на каком-то пустыре около сарая. Это собаки. Вот, а как раз главная причина плохой экологии города — это юрты.
юрты, частные дома. Вот мы сейчас гуляем как раз по частному сектору, я пытаюсь не упасть здесь. Они, вот эти все эти юрты, они популярны в том числе потому, что в них очень дешево жить. Траты вот на содержание одной юрты составляют примерно 100 тысяч тугриков в месяц. И Улан-Батор нужно понимать, здесь можно еще свалиться. Он находится в такой как бы нише, окружен невысокими горами и плохо проветривается. И из-за того, что все вот эти вот юрты обогреваются углем, дровами или прочей всякой хренью, иногда там резину жгут, мусор, вот, то весь этот дым, он остается, плохо проветривается, и люди всем этим дышат. В общем, в Улан-Баторе ужасная экология, и народ отсюда вообще куда-то бежит. Вообще это странно, потому что Монголия такая большая страна, здесь мало людей. Я хочу напомнить, что это вообще самая малонаселенная страна в мире. Здесь проживает всего 3 миллиона человек, и половина из них живет в Улан-Баторе, а остальная часть страны, там население 1 человек на квадратный километр. Вот. И тем не менее, они вот умудрились единственный город с точки зрения экологии немножко засрать. А вот здесь я только что шел, чтобы вы понимали, с какими трудностями мне пришлось справляться. Ну, вот так вот, собственно, выглядят все эти дома. Здесь вот собака. Народ прямо во дворе у себя это все ставит и живет в таких вот юртах. Вот в Улан-Баторе живет 1,5 миллиона человек примерно. И из них 1/3 живет вот в таких обычных частных домах. 350-400 тысяч живут в юртах. То есть вы понимаете, то есть 30% где-то живет в обычных домах. 30% живет в обычных домах, 30% в юртах и 40% в квартирах, если так вот грубо разделить. Так что юрт очень много. Сразу видно хороший район, потому что мало приусов и много ленд-крузеров. Ленд-крузеры — это следующий уровень. Вот посмотрите, как живут монгольские богачи. Во-первых, здесь нет юрт. Во-вторых, как я уже сказал, здесь нету приусов. В основном ленд-крузеры. То есть это такое прямо зажиточность. Не, ну самый топ там, да, там Гелендвагены. В общем, приусов практически нет. Все это находится на юге города, где чуть получше с экологией. Прямо, видите, прямо у подножия гор. То есть отсюда можно вот выйти из дома и пойти гулять по природе, сразу на природу. Вот. А если у тебя есть конь, можно сразу на коне ускакать. Я правильно понимаю, что Land Cruiser — это прям такая мечта, да? Ну, то есть, видно, перед нами есть состоявшийся человек, но не факт. Вполне возможно, что у него очень много долгов. Да. Потому что монголы, как вы знаете, очень любят занимать деньги, живут в долг. Много разных кредитных организаций, много ломбардов. Вот это вот что-то заложить, перезаложить, ну, купить себе Land Cruiser, покататься на нем пару месяцев, пока у тебя его за долги банк не заберет. Это вот есть такая тема. Еще я заметил, что на ленд-крузерах часто девушки едут. Красивые. Видно, что красивые девушки хорошо зарабатывают. Здесь кто-то вот утомился, устал и прилег отдохнуть. Бывает, солнышко, уже хорошая погода, люди отдыхают на знаменитых вот набережных Улан-Батора. Это, кстати, такой большой плюс, по-моему, Улан-Батор там чуть ли там не по количеству солнечных дней на каком-то таком хорошем месте. Вообще очень крутая погода, такая же, в принципе, как и в России, в Забайкалье. То есть там почти всегда солнце, здесь вот такой вообще регион, что почти всегда солнце. Жилой дом и потрясающая парковочка. Да, и мы сейчас едем смотреть вокзал. Вокзал интересен тем, что когда первый поезд пришел в Улан-Батор, он пришел с портретом Сталина. А последний поезд, который уходил в Советском Союзе, был с портретом Горбачева. И вообще портрет Горбачева долгое время висел напротив железнодорожного вокзала.
строят новые дома. Такая дорогая недвижимость, потому что мы находимся на юге. И видно, что кучу юрт. Там, скорее всего, живут рабочие. То есть юрта здесь это вроде нашего строительного вагончика, так по аналогии. То есть только еще дешевле, еще проще. Их быстро возводят для какого-то временного жилья, ну или не временного. То есть в юрте, если не в городе, можно где угодно поставить свою юрту. То есть в степи, вся степь ваша, покупаете юрту, везете и устанавливаете, и живете. Многие, кстати, так на лето уезжают, выбирать какое-нибудь красивое место, ставят там юрту и все лето так живут. А вот чтобы поставить юрту в городе, нужно разрешение. Вообще непонятно, они столько строят, везде вот лепят эти многоэтажки. У них и так уже невозможно проехать. Непонятно, как они будут решать транспортные проблемы. То есть это вот строительство, уплотнение, увеличение населения без создания инфраструктуры невозможно. То есть здесь надо, я не знаю, строить метро, строить скоростной трамвай, как-то решать вопросы транспорта, пробок, наводить порядок, а они вместо этого лепят вот везде многоэтажки. А здесь наверху такой монумент советской, с такой потрясающей мозаикой. Здесь разные эпохи показаны, он и с видом на Улан-Батор. Супермаркет. Сейчас посмотрим, что почем. Китайские невкусные помидоры 5-200, а вкусные и маленькие, и тоже наверняка китайские, 6300. J7 4700. Прикольно, все цены 4699. Вообще все цены до 99 округляют. Любимый 3000. Кока-кола 1,25, 2400. Алкоголь. Так, что у нас можно сравнить? Мартини Асти 44200. Советская игристая какая-то бодяга непонятная 8300 за бутылочку. Значит, литр Чиваса 122 тысячи. Молоко, да, примерно 2600, 2700, 2900. Я не сказал бы, что как-то дорого-дешево. Масло сливочное, президент, высший сорт. Кстати, вообще все по-русски даже написано. Явно русское масло. ТТТ, Московская область. Вообще офигеть. Русское масло продают. Президент, да, вместо того, чтобы... Я понимаю, почему в России русское масло и все остальное, потому что санкции. А сюда-то можно же было привезти такое-нибудь из Финляндии, из Европы. А говорят, китайцы все поставляют. Нет. Вот, просто натурально. Капуста, брокколи. Они даже не переводят упаковки. А монголы же не понимают, что здесь написано. Слушай, вообще класс, да? Вот удобно ходить в Монголию в магазин. Знаешь русский язык, да? И у тебя все... А, здесь уже пошли все на немецком. Да, опять же, здесь сгущенка с сахаром. Наша малаша. Прокладки корейские. Корейцы поставляют прокладки. Все эти упаковки, да, это же все для российского рынка все. То есть они везут сюда, даже не переводят. У нас, кстати, по-моему, запрещено, я не знаю, у нас, по-моему, запрещено так продавать. У вас, да, у вас свобода. 5:30 утра, в 7 утра вылет из Улан-Батора в Москву, рейс Аэрофлота. О, рано, а что делать? На этом наше путешествие заканчивается, я надеюсь, вам было интересно. Монголия вообще очень красивая страна. Главное не ехать в Улан-Батор. Вот природа невероятная, а города монголы пока строить не научились. Ну ничего страшного. Я думаю, рано или поздно и с городами они справятся. Все, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!